В этом ролике мы с вами обсудим 5-ю главу Poppy Playtime. А именно, новая пушка, всякие неизвестные нам материалы, и кто же такой на самом деле прототип. Поэтому все, давайте начнем, посмотрим, чё как. Надо погромче маленько. Там тихо. Не знаю, хорошо это или плохо. За нами придут. Нужно просто ждать. И Джессика, Они пришлют команду. Если что, вот это доктор, который писал записки о своих дней, то, что якобы кто-то их выпустил на свободу, именно игрушек. А женщина — это та, которая разговаривала с Кэтнепом. Адская зачистка. На 3, 35, 8, 13. когда мы доберемся до подъемника, до поверхности будет рукой подать. О, так, у них есть план по побегу из завода. Честно, там завод уже, глубже ада. Я не знаю, как оттуда сбежать вообще можно. Ну да ладно. Здесь. Биолаборатория вообще соединена с главным лифтом? Не думаю. Может, все 4 шахты? 3-я шахта с поворотной платформой поезда. Нет, все 4 шахты выходят на восток. Это в другую сторону. Не может быть, чтобы она была в другую сторону. Она должна быть соединена с лифтом. Карта не может быть верной. 22, 48, 18, 95 года. Куда ты пойдешь, когда мы выберемся отсюда? Думаю, я должен кое-что объяснить жене. Разве нет? Но это ничего не исправит. По крайней мере, у тебя есть жизнь, к которой можно вернуться. Я выросла в детском саду, а как только получила диплом, сразу вернулась сюда. Вся моя жизнь была здесь. Это печально. Я никогда не думала об этом в таком ключе до этого момента. Но, может, это то, что мы заслужили. За все, что мы сделали. Тебе не за что извиняться. Мы делали хорошее дело. Ты не виноват, что все пошло прахом. Пресс там не нужно. Я просто не мог больше стоять в стороне и смотреть. Что ты хочешь этим сказать? Я не знал, что они так поступят. У меня не было другого выбора. Ты позволил им. Ты позволил им. И ты не думал, что они могут сделать что-то подобное. Скажи мне, что это какая-то шутка. Боже, как ты мог? Не только им. Были и другие. И мы все знали, что это неправильно. Думаю, ты тоже это знаешь. Нет, не пытайся оправдать себя тем, что струсил, потому что не смог вынести эту работу. Ах, работа. Работа была неправильной. Все не так просто. Ты был частью этого, как и все мы. Мы все были. Ну а теперь перейдем к нашим запискам. Если кто-нибудь остался, должно быть несколько людей между нами. Мы не видели ни единой души, кроме наших экспериментов. Они организованы, и мы слышали очень неприятные звуки, которые происходят в комнатах рядом с нами. А у меня нет понятия о том, что они делают. Я бы лучше рядом не оставался. Поппи, игрушка, нас видела.
Все три, всех трех нас. Мы остановились, как будто мы были какой-то олень, которого заметили светом. Мы ждали, чтобы она закричала и показала всем остальным, что мы здесь. Мы молили ее, чтобы она этого не сделала. Она выглядела очень уставшей, словно она плакала. Интересно, возможно, она чувствовала вину. Первой записке гласит, что неизвестные нам люди ходят и понимают, что рядом с ними злые игрушки. После этого они увидели Поппи. Теперь переходим к второй записке. Поппи нас видела, она хотела закричать, возможно, это вина или что-то такое. Она не могла обещать нам ничего, что и того, что нас кто-нибудь здесь найдет. Также, если кто-нибудь заставит ее, судя по всему, она расскажет нам кому-то этому о нас, иначе будут последствия. Но, если ее никто не будет допрашивать, она притворится, будто никогда нас не видела. Также, она всегда казалась мне какой-то странной. Я ей, конечно, не доверяю, но у нас нет выбора. Во второй записке гласит, что здесь Поппа говорит: ребят, если что, я вас не видела. Но если меня прототип спросит, я ему буду обязан все рассказать, иначе будут плохие последствия. Сейчас мы переходим к третьей записке. Мы хотели найти другую точку после того, как мы встретились с Поппи. Потеряли счет дней. Нет часов или чего-то такого. Солнца тоже нет. Мы не можем понять, сколько времени прошло. Циркадные ритмы. Как будто бы с ума сошли. Все с ума. Все, короче, сходит с ума, и все это как будто один день. Или одна ночь. И мы всегда уставшие. Также голодные, если это вдруг важно. Я не понимаю, почему эксперименты все еще здесь. Почему они просто не уйдут? В третьей записке гласит: здесь рассказывается о Аура Джой, события, которые все игрушки сошли с ума, выбрались из-под контроля из-за прототипа, а также рассказывается о ученых, которые выжили в той ситуации. Ну а сейчас мы переходим к четвертой финальной записке. Что-то внутри стен издает тот же звук, что и раньше. Но теперь он ближе. У нас не хватает ресурсов. Мы устали. Здесь не можем остаться. Не могу поверить, я нашел эту вещь после всего этого времени. Мне очень интересно, если ты все еще рядом. Тогда я смогу ее тебе вернуть. Кого я обманываю? Я нашел твое имя. Ну, твой брелочек, грубо говоря. Я положу его на твой стол. Может быть, покажется... потому что это выглядит будто правильная вещь, которую нужно сделать. Я знаю, что ты беспокоился. Я знаю, что ты пытался. Извини, что вещи такими стали. Доктор Виллард. Четвертая записка гласит, что доктор Виллун, он пытался скрыть всю информацию насчет компании. Он вместе с своей супругой Джессикой Ньютой прятался в более-менее безопасной на тот момент комнате и остались живых после ауры Джой. Ну а теперь хотелось бы обсудить новую пушку Poi Playtime 5. Давайте-ка обсудим это все вместе. Как я считаю, данная пушка будет использоваться для каких-нибудь электрощитков, для удержания еще больше времени электричества. Поэтому я даже не знаю, нарисован бейсбольный мяч, аккумулятор, какая-то трубка, то ли какой-нибудь фильтр. И вот тут нам видно, что это, возможно, какая-нибудь держалка для этого данного экспоната. Ну а теперь перейдем к нашему прототипу, который нам разработчики скрывали с самой первой главы. Заключительная запись. Что касается эксперимента 1006, прототипа. Он явно обладает навыками координации и сотрудничества, как и все остальные эксперименты этого типа. Несмотря на то, что его до сих пор не нашли, сегодняшние события, несомненно, связаны с ним. Его исчезновение было недоработкой в научном процессе, которую ни в коем случае нельзя было оставлять без внимания. Поэтому я и веду этот журнал, чтобы не повторить ту же ошибку. Все последующие эксперименты необходимо проводить в контролируемых условиях и утилизировать в безопасном месте. За себя я не беспокоюсь. Еще один прорыв, и я вернусь. Мы должны двигаться вперед во имя науки. Понимают это те, кто ниже нас по положению или нет, но это конец. Прототип. Эксперимент 1006. Так называемый прототип является самым загадочным персонажем из всех монстров Poi Playtime. На следующий трейлер будет уже заключительным.
где мы разберем, как убежала Поппи. Пора возвращаться домой. Пора возвращаться домой. Я иду к тебе. Ты не просто что-то не так сделал. Мы здесь. Это всегда было для тебя. Что у нас здесь? Будет так весело. В последнем трейлере мы узнаем, как начинается 5 глава. А именно, под конец 4 главы Поппи убегает в вентиляцию. После чего прототип взрывает блок Б6. И мы падаем вместе с Кисси Мисси вниз. As for you two, try to land on your feet. После этого мы встречаем в окошке Хаги-Ваги. So if anyone's home, they know exactly where you are. Pretty nifty, huh? Security is very important to us here. If I were you, I'd start running. А Поппа в этот момент начала убегать по вентиляции и упала к новому персонажу. Ну и на этом наш разбор по Playtime закончился. Мы с вами посмотрели все новые трейлеры, поэтому пишите, ставьте лайки, подписывайтесь, идем к 1000 подписчикам. Всем до скорого, всем пока.